ИС-2. Ночной кошмар немецких танкистов. Почему его так боялись? Тяжелый танк ИС-2 стал одним из символов победы в Великой Отечественной войне. На полях сражений он массово появился в 1944 году, став самым мощным и наиболее тяжелобронированным серийным танком союзников периода Второй мировой войны и одним из сильнейших танков в мире. Хорошее бронирование и мощное 122 мм орудие позволяли данной машине решать на поле боя различные боевые задачи. Тяжелые танки ИС-2 не боялись встреч с хорошо бронированными немецкими пантерами и тиграми, а также очень уверенно чувствовали себя при штурме городов и укрепленных позиций противника, чему способствовали мощные 122 мм фугасные снаряды. Также не стоит забывать о том, что ИС-2 расшифровывается как Иосиф Сталин 2, соответствует второй модели танка этого семейства, был уникальной боевой машиной. Это едва ли не единственный советский танк, который был построен с нуля в годы Второй мировой войны, а не являлся развитием еще до военных разработок. Танк ИС был абсолютно новой боевой машиной, которая не имела ничего общего с тяжелыми танками КВ, за исключением ряда деталей подвески и торсионных валов. Всего с конца 1943 по 1945 год советская промышленность сумела выпустить 3395 тяжелых танков ИС-2. История появления. О разработке нового тяжелого танка начали задумываться еще весной 1942 года. К началу 1942 года тяжелый танк КВ-1 по ряду причин перестал устраивать военных. Именно тогда на полях сражений появились модернизированные Панцер-4 и самоходы установки Штук-3 с усиленным бронированием и более совершенными орудиями. 76 мм пушек КВ-1 и Т-34 было недостаточно для уверенного поражения новой бронетехники вермахта, а после появления на полях сражений танков Пантера и Тигр-1 потребность Красной Армии в новых, более совершенных танках стала еще более явной. Проект создания нового тяжелого танка курировал Жозеф Котин, являвшийся одним из опытнейших советских конструкторов в области танкостроения. Ранее он уже получил огромный опыт в проектировании тяжелых танков, будучи отцом семейства танков КВ Клим Ворошилов. КВ стал первым серийным тяжелым танком в мире с противоснарядным бронированием, но у машины были свои недостатки, к которым относили невысокую надежность и тяжелые условия работы экипажа. Непосредственно работами по созданию танков ИС-2 руководил Николай Шашмурин, которого Котин очень хорошо знал еще с 1930-х годов по совместной работе на Кировском заводе в Ленинграде. Первоначально военные рассчитывали на боевую машину массой в 30 тонн с новым 85 мм орудием. Таким образом, должна была реализовываться попытка создания универсального танка, который отличался бы и хорошей подвижностью на поле боя, и хорошей живучестью. Так, на свет появился танк КВ-13. Однако на испытаниях данный танк провалился, его ходовая была ненадежной, также необходимо было введение более просторной трехместной башни. Осенью 1942 года в руки советских военных и конструкторов попал новейший немецкий тяжелый танк «Тигр». Машина была практически целой и была захвачена советскими войсками под Ленинградом в сентябре 1942 года, но немцы успели демонтировать с танка часть оборудования. Позднее, в январе 1943 года, также под Ленинградом в руки советских солдат попал практически неповрежденный танк, с которого немцы не только не сняли, уничтожили приборы, прицелы, но и оставили вместе с танком технический паспорт. Принимая все это во внимание, советским войскам нужен был тяжелый танк, вооруженный пушкой, которая позволяла бы поражать даже самые хорошо защищенные цели. Проведенные полигонные обстрелы захваченных «Тигров» показали, что необходимо повышать калибр орудий. Правда, использование более мощных пушек неизбежно вело к росту габаритов и массы танка. В результате от идеи создания нового танка с высокой скоростью, огневой мощностью и бронезащитой отказались, принеся в жертву скоростные характеристики танка.
За базовую модель была взята 122 мм корпусная пушка А-19, которая была хорошо освоена советской промышленностью. Орудие массово выпускалось на Пермском заводе номер 172. Осенью 1943 года был готов эскизный проект нового тяжелого танка со 122 мм орудием. Он впечатлил сначала наркома танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева, а затем и самого Сталина. Еще больший фурор новая боевая машина произвела на участников испытаний на полигоне. Из нового тяжелого танка расстреляли трофейную «Пантеру». С дистанции 1400 метров 122 мм тупоголовый бронебойный снаряд БР-471Б уверенно пробивал броню немецкого хищника, оставляя в ней серьезные пробоины. Попадание такого снаряда в лоб башни не только образовало в ней пробоину размерами 180 на 240 мм, но и сорвало башню «Пантеры» с погона. Она была смещена на 500 мм относительно оси вращения. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны наряду с обозначением ИС-2 использовалось и название ИС-122, где индекс 122 как раз обозначал калибр основного вооружения тяжелого танка. Но были у танка и недостатки. Во-первых, очень небольшая для танковой пушки скорострельность, всего 1,5-3 выстрела в минуту. У 122 мм танковой пушки Д-25Т было раздельно гильзовое заряжание. Низкая скорострельность не позволяла вести интенсивный огонь по противнику и ограничивала возможности танка при борьбе с вражеской бронетехникой. Правда, по воспоминаниям воевавших на ИСах танкистов, низкая скорострельность танка в реальных боевых условиях обычно не была проблемой. Другой, не менее серьезной проблемой был небольшой боекомплект танка, всего 28 снарядов. По этой причине танкисты очень часто старались помещать в танк снаряды сверх штата. Но даже несмотря на имеющиеся недостатки, куда лучшая по сравнению со всеми средними танками живучесть и, главное, очень мощное орудие, искупали недостатки машины, и в декабре 1943 года ИС-2 пошел в серию. В наступлении танки ИС-2 защищали фланги и боролись с контратаками немецких танков. Обычно они двигались позади боевых порядков, либо отдельными группами, либо колонной. Часто их использовали для захвата узлов дорог и отдельных опорных пунктов противника. Обычно для этих целей танковой бригаде придавался взвод или рота ИСов, которая занималась поддержкой танков первого эшелона. Тяжелые танки двигались линией на расстоянии 200-300 метров от 34-ок, которые наступали в первом эшелоне. Для немецких танков, пытавшихся контратаковать Т-34 или обстрелять их из засады, встреча с ИС-2 могла обернуться неприятным смертоносным сюрпризом. Даже осколочно-фугасный снаряд 122 мм танковой пушки Д-25Т при удачном попадании мог вывести из строя немецкий танк или его экипаж. В обороне тяжелые танки ИС-2 отражали атаки немецкой бронетехники, подавляли его артиллерию и огневые точки. Обычно танки выдвигались в район вероятной атаки немцев и выстраивались в шахматном порядке до 2 км в ширину и до 3 км в глубину. Помимо этого практиковалось размещение небольшого количества тяжелых танков ИС на переднем крае вместе со средними танками Т-34. При этом основные силы держались в тылу для того, чтобы иметь возможность контролировать все возможные пути и направления атаки противника. В целом, по мнению многих военных специалистов и историков, тяжелый танк ИС-2 оказался одним из самых сбалансированных и неприхотливых советских танков периода Великой Отечественной войны. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео и смотреть их первыми.